Всем привет, с вами Приемный Пресс-курс. И это необычный выпуск. Почему? Потому что пошли со мной гулять по Нью-Йорку. Мы находимся на Таймс-сквере. Очень населенный, живой квартал с Мэри Планкета. Она была. Хожу, гуляю, встречаю кого? Своих друзей. Что это? Если когда спускаешься на станцию метро центральную, следующую, много кассет, на самом деле много людей очень. Можно видеть, что они кушают не цены, довольно адекватные. Бургер $12, какой-то там милкшейк типа $80. Это весьма адекватные цены. И он на самом деле чистый. А здесь вкусно пахнет. Здесь нет этой вони. Реально вкусно пахнет. Вони даже не завидеть, что он $15-20. То есть цены адекватные. И самая важная вещь, одна из важных десертов, если вам надо санузел, то на центральный стан бесплатный санузел. Приходи и наслаждайся, да? И я иду по Мэдисон-авеню, и уже закат, и это в Центральный парк. В Нью-Йорке стоят очень много лесов строительских. Можно видеть не только на этой улице, в принципе, в самом Манхэттене. Их ставят для того, чтобы в момент, когда идет постройка, компания либо самобилдинг здания, она не платит налог. То есть либо уменьшенный платит налог. Поэтому очень часто многие магазины или компании устанавливают, как будто у них типа есть строительские работы производятся. Откуда такие знаки, а знаки пробил. Они ничего не платят. Центральный парк в Нью-Йорке – это 340 гектаров природы в центре Манхэттена, где город будто замирает. Здесь можно кататься на лодке по озеру, бегать по культовым дорожкам, слушать живую музыку, устроить пикник, зайти в старинный замок, покормить белок или просто лечь на траву и смотреть на небо сквозь кроны деревьев, прямо посреди шумного Нью-Йорка. Это место, где каждый находит свой ритм от полной тишины до уличного джаза. А также вы можете сделать красивые фотографии на фоне Нью-Йорка, как сделал я. За моей спиной Трамп Тауэр. Это знаковый небоскреб Нью-Йорка. Высота Трамп Тауэр 202 метра. Это 58 этажей. Архитектор был Дэш Скотт. И тип здания многофункциональное, включает офисы, элитные квартиры и торговые помещения. Башня была построена на месте бывшего университета Бонгеттелла. Из популярной культуры Трамп Тауэр неоднократно появлялся в кино и видеоиграх. А в игре он был в серии Grand Theft Auto, где здание послужило прототипом для некоторых локаций. И еще на нижних этажах здания расположены флагманские бутик Gucci, кафе-рестораны, включая Трамп Грилл и Трамп Бар, публичные террасы на 4-м и 5-м этаже, открытые для посетителей в дневное время. Мы обошли Трамп Тауэр вокруг, и, как я уже говорил, что в нем находится много лакшери магазинов. И вот на этой улице, здесь здесь все знаковые бренды. Gucci, Prada, а Louis Vuitton позади меня. Это просто нечто.
возле Charlton Hall, возле моей спиной. Он также известен как Wall Street Wall. Это известная бронзовая скульптура ПК в районе Манхэттена, Нью-Йорк, символизирует финансовый оптимизм и силу рынка. Автор – это Артуро де Медико, итальянский скульптор. Установлен он был в декабре 1989 году, самовольно, без разрешения, перед Нью-Йоркским фондовой биржей. Сам бык весит более 3 тонн и имеет длину около 4,9 метров. Скульптура стала одна из самых популярных туристических объектов в Нью-Йорке. Люди часто приезжают и трогают, что это нос, потом рога и заднюю часть быка. Вы посмотрите на эту очередь. Все эти люди стоят, чтобы просто потрогать быка. Но я, как вы знаете, успешный человек, поэтому и я даже стоять там не буду. На этой очереди они должны трогать не быка, а меня, национальное финансовое благополучие. Интересно то, что сам Пушкин потратил из личных средств 350 тысяч долларов. Только вдумайтесь, 350 тысяч долларов. Это просто можно было купить 1 квадратный метр на этой площадке, но он сделал быка. Вы посмотрите, сколько суеверных людей стоят в очереди и действительно думают, что погладят быка, они станут успешно богатыми. Прогулка по воде – один из лучших способов увидеть Нью-Йорк с новой стороны. Билет можно купить прямо у пирса или заранее через приложение, либо в интернете. Я выбрал экспресс-тур, который занимает 50 минут. Цена такого тура приблизительно 21 евро, но она может варьироваться в зависимости от сезона и овербукинга. Сам путь начинается с 16-го пирса, и желательно прибыть за 30 минут до начала тура. Мы входим в залив и проплываем под легендарным Бруклинским мостом. Стальные арки, над которыми проносится история Нью-Йорка, а слева стеклянный лес Манхэттена. Небоскребы словно отражают мечты миллионов. Наслаждаясь видами Манхэттена, ты действительно понимаешь, насколько великий этот город. Но самая главная достопримечательность этого города – это статуя свободы, Statue of Liberty. Вы также можете взять тур, который включает в себя остановку на самом острове, на котором находится статуя. Там же вы можете прогуляться, выпить кофе и сделать классное селфи и вернуться на следующем корабле обратно. Поехали в Статую Свободы. Не люблю этих бедных людей, которые толкаются. Чайнатаун в Нью-Йорке – это живой культурный лабиринт, куда стоит заглянуть за новыми впечатлениями, где вы можете прогуляться по узким улочкам с китайскими вывесками. Но в Чайнатауне есть фуд-массаж. Давай пошли попробуем, что это у нас тут в Нью-Йорке предлагают. Я не в Таиланде, я в Нью-Йорке. Массаж пяток – это просто наслаждение, особенно в Нью-Йорке. Oh, good. Я буду спать. На улицах Чайнатаун вы найдете множество атмосферных ларьков и маленьких магазинчиков, где можно купить недорогие и колоритные сувениры. Здесь продают все, от брелков с драконами и китайских вееров до магнита с Буддой, чайных наборов, амулетов на удачу и фонариков. Многие товары стоят совсем недорого, особенно если торговаться. Это отличное место, чтобы привезти домой что-то необычное и почувствовать дух настоящего восточного базара прямо в Нью-Йорке. В общем, Чайнатаун меня впечатлило. Ничего здесь не покупаю, я не люблю дешевые вещи. Поэтому я решил взять такси и поехать в торговый центр за тем, зачем я сюда приехал в Нью-Йорк. Я нахожусь возле мемориала Башни-Близнецов, Всемирного торгового центра World Trade Center, находившегося в Нью-Йорке. Были одним из самых известных небоскребов в мире до их разрушения в результате террористических атак 11 сентября 2001 года. После трагедии на месте бывших башен был построен мемориал. Здесь погибло очень много людей.
как простые жители, кто жил в своих апартаментах, как и работники, которые работали и в офисах, и в торговых центрах, в этой же здании. И именно для них здесь сделали мемориал и почтили их память, где можно увидеть много имен именно погибших людей. Я сейчас нахожусь до второго мемориала с 9-11 фонтанами. Это одна из самых трогательных частей мемориала на месте разрушения башен близнецов в Нью-Йорке. Что это за фонтаны? На месте, где стояли северная и южная башни, теперь находятся две огромные квадратные фонтаны с водопадами, которые уходят внутрь в темные пустоты. Они называются Reflecting Pools, чаши памяти или отражающие бассейны. Они создают тишину и пространство для размышлений. В шумном Манхэттене ты вдруг оказываешься в месте, где слышен только звук падающей воды, и хочется говорить шепотом. VIP. Всякие богатые люди. Короче, вот тут уже через темный туннель. Я не... Oops! Not there? Over there? Sorry. Вот так вот прошли полностью. Всю очередь. Посмотри, какой город. А люди какие? Все туристы. Абсолютные туристы. Просто посмотри, какая красота. Summit One Vanderbilt – это одна из самых современных и впечатляющих смотровых площадок в Нью-Йорке. Открыта в октябре в 2021 году. Она расположена на вершине небоскреба One Vanderbilt, который находится рядом с центральным вокзалом Grand Central Terminal. Вот такая вот красота. Лучше не придумать. Я вам говорю. Искусство, арт, хаус. Ну, красиво. Саммит — это не просто смотровая площадка, это полноценное мультимедийное архитектурное приключение. Transcendence — зеркальные комнаты с эффектом бесконечного пространства. Affinity — зал с серебристыми воздушными шарами. Они создают неимоверный космос. Ты чувствуешь такой космический вайб. Levitation — это стеклянные балконы, выступающие за пределами самого здания с прозрачным полом. Это у нас стилизация башни Summit. Вот другой угол. Вон центральный парк, видите. Вон. Идем в следующую развлекательную комнату. Детская радостная зала. Сколько детишек сегодня. Ну, конечно, балаган бинт. Ладно, пошли играть. Куда идти? Я как в лабиринте. Куда иду? Я не знаю, куда иду. Опа! И по камере, мой дорогой. И тут не пройти. И там не... Тут нигде не пройти. Ну... О, ну, может, сюда попаду как-нибудь? Попадаю. И... О! Прям вот стунуть, прям кушать. Очень много людей. Смотри, как все зеркально. Какой вид на будет? Это словами не передать. На камере красиво, а в жизни еще красивее. Здесь есть 2 этажа. И второй, вот первый там, самый внизу. Логично, что 2 этажа, первый внизу. И здесь типа другой вид. Если мы на него смотрим, сейчас покажу. Вот. Просто magic.
Такой magic. Интересно. That's me? So handsome. Изнова. В общем, это голограмма, которая отображает лица всех. Сканирует камера, отображает. Сидят, тут коктейли. И я сейчас пойду выпью коктейль. В общем, когда покупаешь эту VIP, то тебя поднимают в конце на самый верх. Вот смотри, какой там вид, там прям балкон. Сейчас туда приду. Значит, внутри коктейли стоят так. Видно вкус, да? Я взял такой. Вкусный фиши. А таким видом они еще вкусные. На высоте более 300 метров. И когда смотришь вниз, на самом деле думаешь, ну, страшно не будет. А когда смотришь вниз, действительно такой чуть-чуть так волнительно и маленький такой мандраж. Ascent — это внешние стеклянные лифты, поднимающие посетителей еще выше, представляя панорамные виды на город. А вот панорамные тут виды просто неимоверные. И Апрес — это лаунж и кафе на 93-м этаже с открытой террасой и коктейлями. Это именно где я сейчас нахожусь. И это финальная точка этого приключения, если можно так сказать, где можно тоже сидеть. Тут прекрасная еще погода сегодня, а это май. Панорама. С площадки открывается захватывающий вид на Empire State Building, Центральный парк, Нижний Манхэттен и Бруклин. Это одно из немногих мест, откуда можно увидеть все эти достопримечательности одновременно. И Центральный парк, то, что вы видели в видео, он кажется такой огромный, с высоты птичьего полета, это 93-го этажа. Это просто неимоверно. Я желаю каждому побывать и посмотреть Нью-Йорк с высоты. Вообще здесь побывать. Город впечатляет. Совет, как одеваться. Избегайте коротких юбок и платьев, потому что зеркальные полы могут создавать нежелательное отражение, и некоторые могут просто за вами подглядывать. Удобная обувь, потому что здесь довольно-таки надо много ходить. Из одежды не выбирайте никакие блестки, никакие зеркальную одежду, потому что на 93-м этаже вас солнце будет отражать, и вы будете просто слепнуть. Потому что там все комнаты, они зеркальные, и ты без очков ничего не видишь. Из одежды почему выбирать именно монотонную, либо однотонную какую-то одежду, без блесток, без отражающей? Потому что фотографии будут не очень, они будут отражать. Качество будет отвратительное на самом деле. Про билеты в Саммит. Есть стандартный билет, который доступен к основным зонам. Но вы должны учитывать то, что вы будете стоять в очереди. На первом этаже будет часа 2. На второй этаж надо подниматься, там тоже будет часа 2. Потом, чтобы сделать фотографии, будет стоять очередь. Соответственно, стандартный билет, да, ты можешь сэкономить, но это у тебя не экономия времени вообще абсолютно. Еще есть Summit Experience, который включает дополнительные интерактивные инсталляции. То есть, если стандартный билет, это только, в принципе, основной зал зеркальный, то в Summit Experience вы проходите еще вот к этим шарам и к этим каблукам. И Summit Ascent — это дополнительно включает поездку на внешнем стеклянном лифте. То, что вы видели в видео, когда он поднимается, там прям у них за 30 секунд поднимаешься на 93-й этаж, и у тебя там прям интеракт такой сильный, красивый. Поэтому рекомендую приобретать билеты заранее онлайн, особенно в пиковые часы и на закат. Но я сегодня не на закате, а днем, но скажу, что днем топ. Значит, я приобрел билет VIP, естественно. Оно понятно, что я люблю только проходить без очереди. Значит, что включал в себя VIP-билет? Значит, меня встретил гид, мы прошли весь контроль, мы не ждали очередь на самом первом этаже. Нас пропустили out of line. Далее мы поднялись на лифте, тоже прошли, а там была еще одна очередь. И эту очередь мы еще прошли. То есть мы поднялись сразу уже напрямую на лифте. И мы оказались в этой первой комнате зеркальной, в которой мы тоже фотографировались. Затем мы поднялись, пошли тоже в комнату арт, где там была инсталляция. И затем мы пошли, где эти вот шары были. То есть сюда входила эта фотография бесплатно, то есть фотограф, профессиональный фотограф вас фотографирует, и вы получаете фотографии дигитально.
В общем, после комнаты баллонов мы проходили... А куда мы дальше пошли после баллонов? После комнаты баллонов мы пошли, получается, вот на эту зеркальную площадку. И там тоже была очередь, в которой люди тоже стояли. Но так как у нас был VIP-билет, то есть мы прошли out of line. И на самом деле люди стояли, они были очень недовольны. Они стоят в очереди, почему вы такие пришли, такие начали вас фоткать. И там тоже, получается, ты садишься на эту зеркалку, в эту площадку, тебя фотографируют тоже камеры сверху и сбоку. То есть в то же время сам сфотографироваться, и ты тоже без очереди абсолютно проходишь. И потом затем тебя проводят на бар, где мы сейчас находимся, в который включен коктейль. Проходишь все очереди, экономишь время. Мы сэкономили огромное количество времени. Часа 3, ну, точно сэкономили. Потом туда включается фотограф. Фотографии это получается дигитально, что очень классно. На самом деле ты можешь распечатать их, ну, кто как пожелает. И вот на roof floor, на верхнем этаже, то есть барчик с коктейлями. На самом деле лучше VIP, чем не VIP. С вами был Прием из Плейблэску. Прилетайте, наслаждайтесь красивыми видами Нью-Йорка с 93-го этажа. Polya Bleskas Airlines departing to the next destination.